Итак, всем привет! Сегодня видео решил записать по поводу того, что можно ли удалить вмятину без покраски самому подручными средствами. Первое, что хочу сразу сказать и развеять все ваши иллюзии, то, что никогда в жизни вы до конца вмятину не удалите. Если вы не имеете определенного опыта, не знаете, как это работает, не обучались и без специального инструмента, это делать бесполезно. Но приподнять, сделать ее менее заметной, в определенной степени это можно. На примере вот этого автомобиля, кто не знает, что это за автомобиль, можете посмотреть у меня на канале видео, серия видео «Сам себе перекуп». То есть именно по этой машине, она сейчас подготовлена к покраске. Эта дверь будет меняться. Вот. Ну, в общем, ссылочку оставлю в описании. Здесь у нас вот на этой части двери краситься машина будет по ребро. Здесь есть неприятная такая вмятина. Место достаточно сложное. Металл здесь очень жесткий. Я сейчас поближе камеру поднесу и покажу. И хочу проверить сегодня два способа. Ну, точнее сказать, не два, а один способ проверить, а вторым сделать. То есть, возможно ли какими-то подручными средствами это сделать. Вот в интернете видел, как из грибки делают. Ну, грибки, то есть это вот то, что приклеивается к вмятине, и потом ее вытягиваешь. Как делают из пробок от полторашек. Сейчас сделаем, вот один я уже сделал. Сделаем еще один, я покажу, как я его сделал. И непосредственно попробуем поднять эту вмятину. Вот. Что нам для этого понадобится? То есть перед тем, как начинать работать, первым делом нужно салфеткой обезжирить поверхность. Второе, то есть нам необходим будет вот такой клеевой пистолет с 10-миллиметровыми стержнями. Ссылочку на наборы по удалению вмятин с Алиэкспресс я оставлю в описании, там можете посмотреть. Берите, если будете брать набор, только именно вот с таким синим пистолетом. Это самые лучшие пистолеты. У меня их уже было несколько. Там были маленькие, большие, черные, красные, белые. Вот этот самый лучший. Имейте в виду. Вот у меня тут набора сейчас самого с хорошими грибками нет, к сожалению. Остались только вот такие наборы, вот такие грибки. Но я тут сейчас поближе поднесу, покажу. Так, давайте приступим. То есть обезжирка нам нужна будет. Дальше я расскажу там по порядку, что нужно делать. Я взял обычный болт, шестерку. Длина, наверное, сколько тут? Ну, около 3 сантиметров. Шайбочку, так, чтобы мы могли залить. И у нас клей со всех сторон держал этот болт. То есть за него мы будем тянуть. Дальше этот же пистолет я разогрел. Заливаем его клеем. Сначала сверху вставляем туда по центру болт с шайбой. И заливаем все это сверху клеем. Сейчас заодно проверим. Я еще реально даже не пробовал, будет ли это все дело работать. Где-то видел в интернете полторашкой прям прикручивают бутылки. Непосредственно ими. Все, вот так получается. То есть мы, получается, залили. Все это сейчас схватится. А у меня уже готовый вариант, точно такой же. Единственное, что я уверен, видите, вот на таких вот, скажем так, якобы профессиональных грибках везде есть внутри какие-то насечки или какие-то отверстия для лучшей сцепления клея с поверхностью. Здесь она гладкая. Я сейчас ножовочкой сделаю несколько таких пропилов, чтобы было хорошее сцепление. Ну, вот что-то какое-то подобие получилось непонятное. То есть получается у нас есть неглубокие насечки, да, вот если сравнить размер у нас чуть больше. Вот. Сейчас покажу вмятину, с которой будем работать, и приступим к работе. Вот такая вмятина на стойке. Достаточно неприятная и на самом видном месте. Сейчас попробуем ее немножко приподнять. Сейчас я камеру настрою так, чтобы было это видно. Вот наш грибок. Мы его обезжириваем. Обезжириваем вот эту поверхность. Наносим клей. Вот. Дальше ждем 20-30 секунд и будем отрывать. На отрыв работать. Обезжириваем. Грибок я тоже протираю. У нас получается она такая продолговатая, но вклеиваться будем в самое глубокое место. Наносим на центр клея
Не надо много. Вот этого достаточно. И стараемся сразу приклеить. Прижимаем. И сколько ждать? Ждать где-то примерно при 20 градусах. Ну, секунд 20-30. Здесь надо экспериментировать. В зависимости от того, какой у вас клей, какие грибки. Долго ждать не надо. Теперь у меня есть вот такое приспособление. Как раз одеваем на гайку. И начинаем аккуратненько, плавными движениями подтягивать. Вот видите, оторвался. Получается, клей у нас остался весь здесь. Как снять клей? Просто так вы его тоже не оторвете. Для этого в шприц набран обычный обезжириватель. В идеале использовать для снятия это изопропиловый спирт. Мало кто об этом когда говорит в интернете. То есть продается он в любом радиотехническом магазине. Смачиваем. И он у нас, видите, отходит. Ну, кстати, немножко приподнялась. Процедуру сейчас будем повторять. Еще раз наносим. Приклеиваемся. И ждем. Вот я 2 раза приклеился. Ну, хочу сказать, она может быть и работает, но здесь место достаточно сложное. То есть, если это брать где-то вот на плоскости автомобиля, мне кажется, вот эта пробка сработает. Давайте теперь проверим. Есть вот такой грибок, вот такой формы, как раз вытянутый. Здесь у нас вмятина вытянутая. Сейчас попробуем приклеить его. Наношу вдоль полосы и приклеиваемся вот так. Здесь обычно используется мини-лифтер, так называемый, но у меня, к сожалению, его нет, я вручную пока тяну. Потом обязательно закажу себе такой набор с Китая, покажу, что они работают. То есть китайские наборы, в принципе, работают. Но в идеале иметь профессиональный инструмент. Самое главное, поймите, с первого раза никогда ничего не уйдет. Может быть, 10 раз придется приклеиться. И такими качающими движениями вытягиваем металл в обратную сторону. Не сразу рвать, тянуть, а именно раскачивающий. Мы прям видим, как металл приподнимается. Немножко потянули. Не надо сильно, иначе можно сделать плюс, так называемый, в обратную сторону. Это будет уже не вмятина, а шишка. Нам надо контролировать, поэтому немного обезжиривателя или изопропилового спирта. Отрывается прекрасно. Тут же отрываем клей. Вот здесь уже она приподнялась. Сейчас чуть пониже приклеимся. Приклеиваемся еще раз на центр вот этого грибка. Наносим клей. И стараемся по максимуму в самую прям непосредственную, вмятину наносим. Ждем 20-30 секунд и будем отрывать. Вот эта приблуда, она тоже продавалась в наборе. Вот она у меня осталась. Просто тянуть. Вообще здесь либо обратным молотком надо, которого у меня, к сожалению, нет. Что, пробуем. Тянем. Обязательно держится, как видите, очень хорошо. Оторвать невозможно, если только с удара. Смотрим. Ну да, приподнялась. Она теперь уже не такая глубокая, но осталась именно в центре. Сейчас я еще пару раз приклеюсь, наверное.
вот такими массирующими движениями пытаемся приподнять металл. Видите, оторвал даже. Смачиваем клей. Мятинка, конечно, есть, но она уже не такая глубокая. Сейчас мы клей до конца уберем. Обезжириватель очень хорошо его растворяет. Счищаем. Хороший дорогой клей, конечно, по-другому счищается. Ну, на Алиэкспрессе только такие. Вот. Сейчас, ребята, я покажу, поднесу, что получилось. Как можно видеть, она есть, она осталась, естественно, как я и говорил, на 100%. Но она стала намного меньше. Тут еще можно даже немножко теперь осадить. Немножко мы вот здесь перетянуто чуть-чуть. Сейчас я немножко молоточком покажу, как это осаживается. Сейчас камеру переставлю. Здесь обязательно нужна, конечно, специальная лампа, ребят, но она стоит очень дорого. Я, так как уже немножко в этом опыт есть, с подручными средствами сгородил вот такой пластиковый керн. И немножко плюса осаживаю. Вот, смотрите, она есть, но она такая уже небольшая, как была. Сейчас еще я, наверное, пару раз приклеюсь, потом в оконцовке прям покажу уже результат. Снимать здесь особо нечего. Все одно и то же. Тянем, массируем, вытягиваем и осаживаем. Вот что получилось. То есть она намного меньше стала. Но, еще раз вам говорю, без специального оборудования до конца вы никогда ее не вытянете в жизни. Но уменьшить, и она стала меньше бросаться в глаза, я ее практически приподнял. Тут осталась маленькая полосочка. Но это уже не так страшно, тачка на продажу. Вот. Сейчас подведем некое резюме. Итак, как вы видели, все можно сделать. Можно сделать и этим грибком. Но если есть худо-бедно профессиональный инструмент, ну, такой себе профессиональный, конечно, но им тоже можно сделать. Все получается. То есть, ребят, профессиональный инструмент очень дорого стоит, а вмятин на машине у каждого есть, поэтому я думаю, что ничего сложного здесь нет. У меня машина на продажу, я этим занимаюсь уже давно, и как бы, ну, вмятины вытягиваю. Сейчас хочу ради эксперимента вот эту дверь попробовать вытянуть. Ну, она по-любому, что она на выброс, и просто ради прикола, ради эксперимента попробовать вот эти большие вмятины сюда вытянуть. Запишу отдельный видосик, ну, как бы подрихтую. Если нормально получится, что нет, подрихтую ее, зашпаклюю, пусть будет дверь. Будет у меня лишняя дверь. Самое главное, если у вас лежит не заводская краска, если под ней есть шпаклевка, этот номер у вас не пройдет. Вы оторвете просто себе клеем шпаклевку. Это делается только на заводское лакокрасочное покрытие. Еще раз, ссылка на набор будет в описании. Там много всяких разных грибков, пистолеты, ударные молотки, мини-лифтеры. Там много всего. Вместо обезжиривателя я советую покупать изопропиловый спирт. Стоит недорого, там, по-моему, рублей 130. Вот такая бутылка, вам ее хватит очень надолго. Лампа, которая идет в наборе, на нее особо внимания не обращайте. Она беспонтовая, то есть смысла от нее никакого нет. Но так вот от бликов посмотрите. То есть если у вас еще есть интерес к такому методу, пишите в комментариях. Я еще что-то поснимаю именно вот по вмятинам без покраски, то есть по ремонту. Потому что это очень интересно, это вмешательства нет в лакокрасочное покрытие, да, то есть не шпаклевать, не красить, не перекрашивать. Особенно это касается крыши, ну и многих вещей, даже пороги такими вещами вытягивают, чтобы не резать, ничего не спотерить. Ну, в общем, на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и всем пока.